Как я и говорил, вторая часть моего путешествия. Доброе утро, я приехал в Хиву, переночевал. Сейчас у меня настроение прогуляться по городу. Отель у меня находился прямо в старой крепости. Поезд у меня только в 4, поэтому 6 часов у меня, я думаю, я успею все сделать. Погода сегодня обещает быть очень жаркой, около 28 градусов тепла. Короче, узнал, что если из крепости выйти, то нужно будет заново деньги платить. А так как отель у меня был внутри, мне деньги платить не нужно. Поэтому я сейчас похожу внутри крепости, а когда уже буду уезжать, выйду и, думаю, пофотографируюсь вокруг. Еще одни ворота крепости, северная, судя по карте. По большей части в этот день я просто ходил по городу и снимал. По крепости прошелся, обошел вдоль и поперек. Единственное, не заходил на стены и внутрь. Особо времени, к сожалению, нет на это. Но останется повод вернуться еще раз. Вышел за пределы крепости, пройдусь по периметру, ну и потом пойду в сторону вокзала. Как раз у меня тут остается часик с небольшим. Выглядит главный вход в крепость. С той стороны я был некоторое время назад, ну буквально часа два. Вот они, крепостные стены. Как все говорят, построены из глины и выглядит как, правда, песочный замок. На таком поезде мне ехать 6 часов до Бухары. Сейчас тут мне сказали, что скоро будет пустыня. Постараюсь ее заснять. Единственное, у меня окно немного затонировано. Ну ладно, буду использовать то, которое напротив. Вечером я, как обычно, доехал до пункта назначения, приехал в Бухару, сил хватило, чтобы почистить зубы и лечь спать. Вот сегодня я уже иду в центр, сегодня буду тоже гулять по городу весь день, поезд у меня только в 9, уже в Самарканд. Единственное, потерял свой штатив для фотографий. Сегодня будет немного неудобно все снимать и фотографировать.
Позже вечером постараюсь найти, конечно, его. Но думаю, что я, скорее всего, потерял. Очень ветрено, на самом деле такого вчера в Хиве не было. И непонятно почему. А это, видимо, не до конца восстановленная, то ли не до конца отреставрированная часть крепости. Вход в крепость, кстати, стоит 60 тысяч сум. На наши деньги я уже не помню сколько это, но, по-моему, 400, где-то так. Здесь еще ветренее, чем внизу. Песок прям он залетает в глаза. Город буквально задувает песком. Вдалеке это видно очень хорошо. Что это не какой там туман или облака, это вот просто песок. Как ни странно, вчера в Киеве такого не было. Это была относительно безветренная погода. И такого замечено вообще. Хотя город находится в удалении, то есть расположен больше в пустыне, чем в Бухара. Ветер немного подуспокоился, но это заметно сейчас по видео. До обеда, конечно, все было плохо. Песок постоянно летел в глаза, и не только в глаза, да и волосы у меня сейчас все, скорее всего, в песке. Так, по ценам сразу скажу, что в принципе везде плюс-минус одинаково, что в центре, что не в центре. Рассчитываться наличными очень тяжело, я просто к концу дня забываю то, сколько я потратил, на что потратил, куда потратил. К вечеру жара уже спала, более комфортной температуры, нету солнца. Я еще раз покушал
пока что вышел гуляю, жду, может начнутся какие-нибудь торжества по случаю праздника. Если не успею, то пойду в сторону вокзала. У меня поезд Самарканд уже в 9 вечера. Вот так красиво подсвечивается Бухара вечером. Всем привет, из Самарканда. Вчера приехал поздно вечером, реально, то есть уставший был. Пришел в отель где-то в час ночи, поэтому времени снимать, да и сил особо не было. Сейчас двигаюсь в центр Самарканда. Это прям красиво. Вот просто, ну вот эти вот узоры, это и архитектура. Я думаю, все-таки я не зря сюда поехал. Получается, две медресе, где обучались студенты. Одна вот и вторая вот здесь. Я сейчас иду к мечети, я так понимаю, которая тоже вот находится на площади Регистан. Через главную улицу Регистана, в принципе, ухожу с музейной части комплекса. Тут билет, кстати, стоит 65 тысяч сомов. Может быть, сюда вечером, сюда еще вернусь. Посмотрим, как у меня будет по времени, потому что поезд в Ташкент у меня в 7 вечера. Говорил, все здесь завязано на туристическом бизнесе. Всяких лавок, сувенирных, и большинство населения, я так понимаю, трудоустроено именно в этой сфере. Огромная мечеть Биби-Ханум по пути в Варсиап. Все такую большую самаркандскую лепешку, весит она 1,5 килограмма по утверждениям продавцов. Сейчас попробую, смогу ли я осилить ее всю и съесть.
Кстати, по сравнению с основным Самаркандом, здесь очень тихо. Практически не слышно, что происходит в самом городе. Вообще ничего. То есть, тишина, которую нарушают проезжающие машины там сзади на трассе, на дороге. И птицы. Да и людей здесь я не вижу. Один здесь и все, никого нету. Вернулся вечером к площади Регистан. Чуть поснимаю, пофотографируюсь и поеду в отель за рюкзаком, а там уже в сторону Ташкента на поезде. Все уже готовятся к вечернему представлению. Там можно увидеть прожекторы прикрепили. В общем, оно начнется, когда все стемнеет. Я уже, к сожалению, уеду отсюда. Сегодня погода на удивление облачная, нету солнца. Народа тоже на улице нет практически. Почему-то. Ну и, наверное, утром вышел. Часик у меня есть. Пора в центр погулять. Потом еду в аэропорт и лечу в Душанбе. Как раз в прошлый раз, когда я прилетел в Ташкент, особо много времени у меня не было, именно чтобы погулять по центру. Вот сейчас оно появилось. А это вот резиденция президента Республики Узбекистан. Практически в самом центре города находится. Вообще не Кстати, есть и наши самокаты Яндекса. Дошел до Ташкент-Сити. Что-то типа Москвы-Сити, но без таких высоких небоскребов. Хочу тут в парк зайти, говорят, хороший. А потом в торговый центр. Стоит признать, конечно, здесь красиво. Видно, что за парком следят. И вокруг столько небоскребов. Не сказать, что прям как Москва-Сити. В Москве-Сити все застроено прям небоскребами, и парка рядом никакого нету. И выглядит более ухоженным. Вид из моего хостела. Да, он находится на последнем этаже. Сейчас нужно будет ему сходить за продуктами и по пути подумать, чем завтра заниматься. Наброски, конечно, есть, но надо немного подумать. И хочу еще по городу прогуляться, потому что завтра обещают дождь и плохую погоду. Поэтому лучше сделаю я это сейчас. Тем более скоро солнце зайдет. И жара, соответственно, немного чуть спадет. А то тут сейчас уже 29 градусов. Я в центре Душанбе. Сейчас подойду, конечно, поближе. Но уже начинает темнеть, к сожалению. Это памятник Исмаилу Самане, основателю государства. Скоро уже должна подсветка включиться, я так думаю. А это карта государства саманидов, 9-10 век. Простиралась, как можно заметить, от Каспийского моря до Персидского залива. Так-то людей на улице не очень много, несмотря на то, что сегодня воскресенье и выходной день. А еще я заметил, что в Душанбе очень много такси.
Яндекс здесь не работает. У них есть какая-то своя сеть такси, зеленая причем. Яндекс тут вообще никак. Даже с интернетом, даже с VPN. Возвращаюсь по ночному Душанбе в свой хостел. На улице все так же мало народу. Купил себе на завтра, на сегодня покушать. Уже подхожу к хостелу. Немного устал. Дорога как-никак вымотала меня сегодня. Тем более здесь время плюс 3 часа. В отличие от узбекского плюс 2. The next morning. Доброе утро. Решил все-таки рассказать экскурсию в горы. Так уж и быть. В этот раз меня повезут, а не сам я поеду. Время сейчас около 6 утра. Иду вот по ночному Душанбе, по утреннему уже Душанбе, в сторону точки сбора, так скажем. Вот и все, приехали. Идти где-то за 3-4, может меньше. По набору высоты, ну, метров 400 где-то так. Уже, как можно заметить, идет небольшой дождик. Пока что не такой сильный, как был в Хибинах. Кто-то сапог потерял. Ну чё, бывает. В отличие от Тиньшаня на Памире в 2 раза больше курумников и больших камней. Тогда без выбора было, потому что там побольше. Kulübe bro bolotar burunlar kuda boloba sangoba. Meşa amca mu meçinde. Mali mayda давай. У костра посидели, погрелись, попили чайку. Увидели лавину вон оттуда. Жаль, не удалось мне заснять. Дождь усилился, можно спускаться. И теперь предстоит долгая дорога вниз. Таким же маршрутом я шел вверх. Таким же маршрутом мне предстоит сейчас спускаться вниз. По перевалу, а потом дальше туда, в долину. Какой бы ни была плохая погода, надо себя чем-то занять в последний день. Поэтому я поехал в Душанскую крепость. С утра вещи собирал, покушал, выспался. Ну и сюда поехал.
вот это и есть территория Гисарской крепости. С учетом нового построенного здания здесь наверху. Вид на долину, конечно, прикольный. Даже несмотря на то, что сейчас облачно и идет дождь. Кстати, тут можно и по стенам прогуляться, но вид оттуда не будет таким хорошим. Да, без экскурсии здесь одному скучновато будет. Так-то, если ты был бы кто-нибудь, кто рассказывал что-то, было бы в пару раз интересней. На другой части крепости я, точнее, на ее руинах, потому что все, что там построено, это я уже так понял, восстановленные фрагменты. Я был прав, посмотрел старые фотографии Гисарской крепости. У них только остались вот эти ворота. То есть остальная стена и башня, это все новое. Выглядело это как-то вот так. Вернулся я обратно в Душанбе на маршрутке и на троллейбусах с пересадками. Стою в центре, кстати говоря, флаг сняли. Я так думаю, то, что из-за погоды. Несмотря на всю облачность, сегодня горы все еще видны. Вот и все. До аэропорта я дошел пешком, без проблем. Время сейчас почти 10. Вылет у меня только через 4 часа. Как раз таки займусь тем, что почищу фотопленку. И просто отдохну. Вот и закончилось мое путешествие. Сижу уже, жду вылета. Осталось 4 часа. С пересадкой в Баку у меня рейс. Прилечу завтра в 10 утра в Москву. Спасибо, что были со мной все это время, смотрели, не отрывая глаз. Скорее всего, сделаю 2 части, чтобы было удобнее смотреть. Итоги путешествия я подведу в 3-й части. Там расскажу, как я планировал маршрут, как добирался до всех основных мест, где я был. Поэтому всем пока. Надеюсь, я смонтирую это видео не за месяц, а чуть за меньшее время. Потому что на это уйдет очень много сил и времени. Но я думаю, я справлюсь. Всем пока и до встречи.